Мальчики, девочки, приветствую вас всех на канале Амадея Таро. Сегодня смотрим, как прошли наши чистки, ритуалы в пятницу 13-го. Расклад в общей сложности актуален на тот момент, когда вы на него наткнулись. Так что постараемся сегодня кратенько. Посмотрим, что планировали недоброжелатели, как прошла ваша чистка. Ритуалы, возможно, вы какие-то проводили помимо чистки. Ну и, как обычно, совет рода. Так, пока здесь буду говорить о подготовке карт, выбирайте свой вариант, определяйтесь. А я начну. Так, смотрите, по Таро Веретника тут предупреждение вам идет, чтобы вы не шли на самопожертвование, особенно что касаемо в магии. То есть каждый из вас примет эту фразу по-своему, да, вы уже определите, что вам хотели передать, потому что здесь, в принципе, говорить можно много чего. Так, по вот этой колоде Светлого Провидца, смотрите, здесь вот карта Императрицы, это вы, она выпала сама из колоды. Ну и карты, которые закрывают колоду, это Тройка Жезлов и Рыцарь Кубков. Здесь к вам идут с предложением. Что за предложение, естественно, мы посмотрим более детальнее. Так вот, закрою я колоду. Так, и по оракулу теней, смотрите, вы исцеляетесь, но знаете как, поработайте на ментале, пожалуйста. У кого астрал прокачан, пожалуйста, его туда же. Но здесь за счет магии визуализации вы, в общем, визуализируете свои желания, да, свое будущее, и оно обязательно исполнится. Это раз, плюс простройте защиты свои. И еще такой момент, здесь многие исцеляются от такого аспекта, как вы начинаете принимать людей такими, какие они есть. То есть все мы разные, все мы человеки, и, конечно же, мы отличаемся друг от друга. Вот здесь вы понимаете, что многие люди не должны соответствовать вашим стандартам, скажем так. Если же они не соответствуют, то здесь не обязательно с этим мириться, если вас что-то не устраивает. И еще здесь такая подсказка идет, что вы на пути к тому, чтобы исцелять другие души. Вне зависимости от того, на каком этапе своего развития они к вам придут за помощью. Итак, я надеюсь, вы уже определились с вашим вариантом. Приступать к первому варианту. Так, давайте посмотрим, что же вам делали недоброжелатели. Что у них там за посыл был в вашу сторону? Ну, смотрите. Что делали? Иллюзии на вас наводили для того, чтобы у вас было, так сказать, желание выйти с кем-то на контакт, чтобы вы более открыто, радостно, искренне реагировали на определенного человека. Ну, сами видите, 7 кубков, 2 кубков и дьявол. Естественно, эти отношения для вас
будут поднимать вихри вот этих вот низкочастотных вибраций, и кто ценит свои ресурсы, тот, естественно, уже на это просто не поведется. Но работа была сделана на воссоединение. Работали по черной магии. Смотрите, тут вы рискуете попасть в зависимые отношения, да, вот они хотят, чтобы вы повелись на вот эти вот провокации, но здесь мороки, оморочки, здесь, знаете, как чтобы вы видели красивую картинку и не видели, что за ней находится. Так сказать, не главный фасад здания от вас сокрыт. Возможно, человек хочет предстать перед вами в более лучшем свете, нежели он является, ну, в жизни таковым, да. Пуху на себя накидать. Вот это вот вам делали. Так. Как прошла ваша чистка, теперь смотрим. Кто успел уловить эти вибрации, вот, и почистил себя в пятницу 13-го. То есть замечательно. Смотрим, как прошло у вас все. Слушайте, здесь по ритуалам вам нужно еще что-то доработать, ребят, потому что, понимаете, вы как бы начали, но планы далеко идущие у вас есть, но вы, как знаете, да, вы пытаетесь балансировать, ну, дабы лишнего, да, не сделать, не скатиться на уровень ваших недоброжелателей. Но что-то здесь нужно вам доработать. Давайте посмотрим, что. Потому что здесь идет такой момент, что вы вроде как сражаетесь, но оказываетесь на перепутье. То есть кто-то или что-то, вот эта программа, понимаете, она вас как застопорила в ваших планах. Вот у вас были планы, программа к вам подсела в голову, и вы что-то где-то думаете, понимаете, размышляете о чем-то. Так, что нужно доработать? По менталу работаете, вот, по менталу, ребят, да, тут нужно по менталу идти, получите полную победу. У вас есть на это сила. Работайте по менталу. Уже сказала раз, наверное, 6, да? Ну, в общем, вы меня услышали. Отстаивайте себя. Многие из вас эти программы даже могут просто увидеть на определенном уровне и победить всю эту катавасию, которую вокруг вас развели негативными программами. И еще такой момент, у вас есть определенные знания, род вам их передает, но сейчас это только в процессе, и именно родовая система от вас еще что-то скрывает, какую-то вашу силу. Видимо, потому что вам нужно еще что-то вот в себе проработать, и ну, пока что вы немножечко не готовы полностью войти вот в свой ресурс. Так, на каком вы перепутье? Угу, да, видите, вы начали, возможно, там к вам вернулся человек из прошлого, может, даже не из прошлого или не из такого далекого. И вы вот сейчас думаете, а стоит, не стоит, а вдруг он поменялся, да, а вдруг действительно как-то, ну, меняются же люди, да, к хорошему, что-то переосмысливают. Так вот, знаете, эта программа вам, ну, в голову подселена, дабы вы в человеке видели, знаете, такого
во-первых, стали более эмоциональны, податливы к эмоциям, к чувствам, к действиям по отношению к тому человеку. Вот, может, вы конкретно кого-то загадали. И здесь человек хочет вас, ну, как бы в отношения затянуть, но вы, да, вы еще думаете, а стоит, не стоит, проверяйте. Понимаете? Во-первых, проверяйте, во-вторых, ну, вы четко должны уяснить, что вам это все в голову подселили, дабы вы вот видели человека в другом свете. Он таковым не является. Его, как видите, подсветили для вас. Ментал ваше все, там все вам покажут. Вы прям увидите вещи, ну, таковыми, какими они являются на самом деле, а не то, что вам, так сказать, показывают вот на физике. Тут еще коррективы будет сама жизнь вносить, то есть следите еще за подсказками, которые вам будут давать, потому что если это не ваш человек, то род обязательно, ну, вам будет на это намекать всяческими способами. Так, еще вам совет. Ребят, больше уверенности и прорабатывайте свои страхи по поводу того, как вы будете простраивать новые отношения. Не оглядывайтесь назад, да. Не вспоминайте о том, как было, потому что из-за этого, возможно, не получится у вас выстроить новые отношения. Смотрите, здесь еще такой момент, что какая-то персона на вас вот эти программы деструктивные наводит, дабы вы влюбились в нее, давайте так скажем, да. А вы при этом, ну, как бы там чиститесь, да, есть моменты, которые нужно доработать, я уже сказала, какие. И пока он там вот это вот чудовеет, к вам в пространство притянется человек достойных качеств, понимаете? А вы с оглядкой на прошлое не будете готовы встретить свое будущее. Вот, то есть больше уверенности. Будьте самими собой. Смотрите, да, здесь радость от общения с какими-то людьми, с теми же богами, силами, с вашим родом, но при этом здесь радость от общения с кем-то. Ну, смотрите, по поводу вот этих приворотов и тому подобных программ, у вас есть защита, у вас есть власть. Вот, скажу, наверное, раз уже в 10-й, на ментале поработайте. Вот что-то там вам хотят прям передать, прям, знаете, так, ну, стучат откровенно об этом. Так, ну и теперь давайте посмотрим, как вообще вашему недоброжелателю, что вообще его ожидает после вашего ритуала, который вы делали. Ну, здесь, скорее всего, что чистку проводили вы. Вот. Потому что видно, что работа была, но чуть-чуть есть недоработки. Так, что ждет недоброжелателя? Ну, его обсуждать кто-то очень сильно будет. Он, видимо, желает, чтобы, знаете, где-то его кто-то пожалел, он в каких-то стесненных обстоятельствах. А получается, что ему никто не поможет. Ему там какой-то бабай, к которому он обращался, ну, в смысле могу, или может быть, какая-то колдушка, она ему посулила власть, а тут получается, что власть это не особо и, ну, не светит ему эта власть. Ну, возможно, там на деньги себе что-то, да, делал. Или же власть по тому моменту, чтобы вот завладеть вами. И она ему посулила великие горы о том, что вы прям на коленках к нему приползете. Так, что его ждет?
Слушайте, молиться что-то будет он. Молиться будет. Просить. А что просить будет? Смотрите, тут вроде как человек понимает, что он отгребает за прошлую магию свою. Здесь он как хочет отмолить себя, дабы разорвать договора с темными, с кем он заключал их ранее. Да, какое-то прощение для себя выпрашивает за то, что сейчас он как, он как проклят, понимаете? И он прекрасно понимает, что он к себе как магнит притягивает всякие вещи негативные. Что-то еще может быть с детьми связано. Знаете, может, как хочет наладить связь с ребенком, если у вас есть общий, он оставил его. Но он ждет результата от своей, вот этой вот молитвы, там какие-то начитывает. Есть, конечно, вторая сторона того, что он все еще надеется на договора с темными и, естественно, читает молитвы для них. Но тут еще такой момент нехороший. Ищет защиты от сплетен о себе. По психике его хорошо бьет. Знаете, какой нехороший здесь момент? Это уже вообще для особых... Смотрите, карты высшего суда и подселенцы. Тут возле него, в общем, приличное их количество, этих ребят, и они его едят. Это все по высшему суду ему прилетело. Ой, давайте так, я вас не буду пугать, но я должна это озвучить в самых фиговых вариантах запущенных. То есть, когда человек вообще уже, краев не видит, здесь, если у вас есть общий ребенок, ему может кто-то подсказать, что можно все на ребенка переложить, а самому освободиться от вот этого деструктива. Этот недоброжелатель очень рьяно не желает отрабатывать свои кармические задачи, понимаете? Поэтому будьте осторожны и за детьми, если они есть у вас общие с этим товарищем, то предпримите какие-то дополнительные меры по защите, по чистке ребенка, по его сохранности. Но это в редких случаях, там процентов очень мало, но может быть такое, что он вот догадается до этого, понимаете? Вас, конечно, много, кто посмотрит этот расклад. Не каждому, не у каждого это проиграться может. Но, во всяком случае, если нет общих детей, то человек захочет подпитаться вашими ресурсами. И, естественно, как у вас пойдут провалы в вашем финансовом плане. Смотрите, вы здесь императрица в девятке пентаклей, то есть, в принципе, что вам еще тут посоветовать можно? Занимайтесь своими делами, идите к своей цели и не оглядывайтесь на прошлое, даже не обращайте на него внимания. То есть меры вы предпринимаете, определенные, себя защищаете, в обиду не даете. Где что доработать, я уже озвучила. Так что вот так вот был вот такой вот расклад для вас, первый вариант. Я вас благодарю за просмотры. А я буду переходить ко второму варианту.
Так, второй вариант. Я вас приветствую. Давайте посмотрим, что же на вас делали ваши недоброжелатели, какой посыл был от них в вашу сторону, как прошли чистки, совет вам и что же ожидает этих недоброжелателей теперь после вашего ритуала. Так, ну здесь вас останавливали, замораживали все ваши энергопотоки, которые отвечают за самые разнообразные сферы жизни. Угу. Угу. Ну, что здесь сказать, ребят? Здесь у вас хотели забрать все ваши дары. Короче, понимаете, возможно, забрать не получилось, да, на себя стянуть. Так они решили вам их просто, ну, обрубить. Там связь с родом, чтобы вы не получали какие-то инсайты, да, от того же рода. Короче, забрать не смогли, так хотя бы понадкусим, да. Надкусить, видимо, тоже не получилось. Ну, у кого-то там сделки могли сорваться с клиентами, да. У кого-то какой-то проект не пошел, на который вы рассчитывали. Или, допустим, у вас было вдохновение, да, что-то начать, и вы такие в последнее время, ой, ладно, потом. Или просто вообще нет сил, нет желания, там... упадническое настроение какое-то, вот знаете, что это вам навеяли ваши недоброжелатели. Очень им не нравится, что вы получаете дары судьбы. Особенно, что касаемо в работе с другими людьми, вот у вас как-то хорошо идет, а хотят эту стабильность разрушить. Вы знаете, как замораживают вот этот поток, да, к вам, и вы начинаете думать там, ну, что-то не так, может, я тут не туда иду, а все туда, это, ну, это то, что вам принадлежит, это стабильно, в общем, отчаиваться тут не стоит. Тут параллельно как-то странно, знаете, такой... Или же вы просили помощи у ангелов, или ваш недоброжелатель уже выпрашивает помощи, видимо, плохо ему. А вот это все со злости, знаете, как делано. Вот ничего не получается, а хоть напоследок, знаете, как оплюну, а вдруг сработает. Неуспокаиваемые люди, честное слово. Я не знаю, когда у них на это всего времени хватает. Тут свои вопросы, не всегда 24 часов в сутки достаточно, чтобы решить, понимаете? Они еще успевают залазить в чужую жизнь, разбираться, у кого там что есть и у кого что можно себе отобрать. Так, смотрим, как прошла ваша чистка. Ну, трансформация. Ой, слушайте, здесь хорошо, второй вариант. Чистка прошла хорошо. Вы здесь вот это все соперничество, как бы, ну, побеждаете своей силой. Здесь меня смотрят практики, маги, ведьмы. Здесь ваша внутренняя энергия, как бы... Очень хорошо все закрыло. Тем более вам предки ваши помогли. Смотрите, вы здесь поставили точку, да, вот в этом конфликте с данной личностью. А ну-ка, сейчас я уточню. Так, ну, ладно. И... Смотрите, как вы смогли это сделать? Вы выбрали свою цель, вы поняли, кто вы, где ваше место. И за счет вашей кропотливой работы над собой, над своим делом, вот этот вот момент, он ушел. То есть вы, если отвлеклись на врага, то чисто, знаете, буквальненько там
защита, чистка, с обраткой защита. Все. И пошли себе дальше в своих энергиях познавать, а что же вам еще готовят высшие. Но еще здесь есть момент такой, что вы просто, ну, хорошо дали по шапке на самом деле. То есть уже без эмоций, без как положительных, так и негативных. Просто сделали, что надо, и дали понять Вселенной, что эта личность как бы, ну, пусть она делает, что хочет, а мне надоело на это отвлекаться, у меня абсолютно другие цели, другие планы. Да, смотрите, здесь у вас работа с людьми, возможно, в интернете. То есть вы, как весь мир, объединяете своей работой. Тут у вас очень хорошо все. Второй вариант. Я за вас рада. Хорошо у вас все прошло. Так, давайте совет для вас. Так, здесь вы уверенно поработали со своими духами-помощниками, с вашим родом, опять же таки, кто-то из них пришел к вам, либо же есть именно духи-помощники, которые к вам не из вашего рода пришли. Вот, и вы себя, ну, исцелили. Что касаемо денежного, финансового канала, тоже хорошо, чистка пошла ему на пользу. Даже если вы специально его не чистили, то очень хорошо сработало. Здесь вы уже не ведетесь ни на какие провокации, вы уверены в себе, в своих силах, в том пути, который вы выбрали, и не даете никому вас запугать. На ментале хорошо работаете. Да, там у вас ваша власть на уровне. Ну, плюс руны вам там в помощь. В общем, у вас все замечательно. Второй вариант. Тут вы прошли определенный урок на то, как нужно отстаивать свои позиции, да, не давать никому кушать ваши ресурсы. Знаете, как не прятаться, да, от проблемы, а решать ее вне зависимости от того, с кем эта проблема у вас идет. Может, это знакомый, может, это близкий, может, это вообще для вас родной человек. То есть, если ранее вас что-то останавливало, да, вы как сами себе вот такую границу выставляли, что нет, ну, не надо, попробуем лояльно обойти. То здесь вы уже плюнули на эту лояльность, дали хороший обрат и сказали: извините, до свидания, ну, мне реально, тут я вижу конкретно, мне реально некогда, у меня есть куча дел. Все. Как бы кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у вашего недоброжелателя там после вашей чистки. Обнуление, да? Ага, этот человек вас предал. Он влазил в ваши отношения с ангелами-хранителями и с духами вашего рода. Он влазил в вашу магию, в вашу ритуалику, в ваше духовное развитие. Этот человек пытался повлиять на вашу связь с родом. То есть, если будет еще пытаться, то у него ничего не получится, просто ему позволения не дадут высшие. И еще знаете, что здесь идет? Этого человека, его охранцы и те, которые стоят на его защите, они его предают. То есть его духи-помощники, его ангелы-хранители предают вашего недоброжелателя. Ну, за то, что подло поступал. Подло поступал с другими людьми для того, чтобы получить себе удачу, понимаете? Да, очень. Этот человек помешан на деньгах, очень многого для себя просил, вместо того, чтобы брать и делать, и, ну, как-то самореализовываться самому. Этот человек привык за счет других. Крадники, коперы, стяги, вот эта персона.
влияние на психику, и пока вы там варитесь в своем котле, этот товарищ забирает у вас ваше. Тут, конечно, как-то странно так. Я предполагаю... Смотрите, у вашего недоброжелателя есть тот, кому он обращается за поддержкой, за помощью, либо советуется, либо же это его духовный учитель, либо же он с кем-то там в связке, тоже там друзья магуи имеются. Здесь идет, знаете, как интересно... Человек теряет свои магические способности, свой дар, свою силу и переходит в роль жертвы. У него активируются родовые программы, в которой он становится жертвой. Он что-то там... Ага, понятно. Он, короче, хотел себе новой жизни, ритуалил, молитвы читал, ждал результата. Но всего этого он также хотел добиться подлостью, понимаете? И вот этот вот, о ком я говорила, что у него есть помощник, либо там, ну, духовный учитель, либо просто друг, который тоже практикой занимается, он ему как бы даст понять, что это все тебе, дружище, за то, что ты лицемерно поступал с другими людьми, что ты лицемерил и перед собой, и перед теми, кто к тебе, ну, искренне относился, и перед силами даже. То есть, ну, силы этого не терпят. Смотрите, здесь принимаются решения высшими по поводу того, чтобы лишить этого человека напрочь его сил. Этот человек больше никогда никому не сможет, возможно, он пройдет свои уроки жизненные, и ему вернут то, что у него было ранее. Этот человек уже не сможет работать с людьми, как-то им помогать, особенно что касаемо магии. Возможно, он ранее это делал. Да, очень, смотрите, опять те же карты выпали. Очень просит для себя вот этих результатов. Вообще там человек в панике. Как так? Меня этого лишают, и что это происходит? И что же это за влияние? И кто виноват? И что же делать? Почему же мои ритуалы не срабатывают? Психует, в этом психованном порыве делает еще и вам негатив. Помните, я в самом начале сказала, вот не, понимает, что не получается, и как на последнем издыхании, авось уже от это поможет. Вот. А ему кто-то постарше, ну, более духовный уровень этого человека выше идет. А этот человек ему все это как бы, ну, объясняет, что дело в том, что это не кто-то виноват, это тебе там уже выше вынесли вердикт, как бы. Это не, ну, это не воздействие кого-то. Да, это по карме человеку, смотрите, это по карме, там по менталу его попробивало, психика, конечно, уже у него так нормально хилитается от этого, корона, ну, нормально сбита лопатой. И ему нужно это пройти. Все радости для себя какой-то хочет, понимаете? Кто у нас в погоне за радостью? Вот давайте вот будем честны. В погоне за радостью только те люди, которые отказываются принимать себя такими, какими они есть на самом деле. То есть... У вас там свои дары судьбы будут, конечно.
То есть, смотрите, человек, возможно, там, который играл на публику, то есть показывал одно, на самом деле другое, и знаете, это все равно по психике бьет. Ты долго не сможешь играть, ну, шута, когда твое естество вообще не соответствует тому, что ты транслируешь в мир. Это, во-первых. А во-вторых, здесь... Здесь у человека вот, в общем, взорвался он, понимаете? Он очень много о себе возомнил и вместо того, чтобы прорабатывать себя, его там будут наказывать через личные отношения, через семейный план, либо же через десятка пентаклей. Это также общение с другими людьми. Это социум, но именно по работе. Понимаете меня? То есть то, что я говорила здесь, знаете, как резко хочется ему решить вопрос. Возможно, там клиентов нет у него, а вопрос не решается. Так что здесь человек, который не... ну, хочет всегда казаться хорошим, понимаете, а на самом деле отрицает свою негативную сторону, а это нужно принять, хочет он этого, либо не хочет. И когда ты принимаешь свои теневые аспекты, ты находишься в балансе, тебя не заносит, ты не считаешь себя каким-то особо одаренным, каким-то великим, ты просто идешь вперед, движешься, развиваешься, ну, получаешь какие-то плюшки от Вселенной, да, и ну, кто-то в тебе видит учителя со временем, кто-то тебя ненавидит, кто-то просит у тебя помощи, а кто-то считает себя выше тебя, но при этих всех раскладах ты просто идешь по жизни, зная, как знаете, за своей вот путеводной звездой, понимая, что вы защищены, что вы сделали верное решение, и вас вообще не интересуют подобные личности. То есть вот для этого человека вот такими путями жесткими выводят. Вот так вот. Второй вариант. Я вас благодарю за просмотры. Делитесь вашими впечатлениями. А мы переходим к третьему варианту. Зеленые камушки. Я вас приветствую. Давайте посмотрим, что же у вас здесь. Что же там ваши недоброжелатели вам готовили к пятнице 13-го. И как прошла ваша ритуалика, ритуалы, чистки. Что вы там еще делали? Ух ты! Смотрите, ну здесь как... Вы проходите урок, вы получаете опыт, вы проходите своеобразный урок на терпение и выносливость. Почему? Потому что здесь вас пытаются всячески провоцировать, а вы на это не поддаетесь. Здесь бьют по психике, по вашей чувственности, обнуляют все ваши начинания, на которые вы делали большие ставки. И здесь, знаете, как промывка мозгов вам по поводу какой-то стабильности в определенных отношениях. Так что будьте осторожны. Третий вариант. Это то, что выпало, да, это то, что хотели сказать. То есть здесь защиты ваши торкают. Скажем так, знаете, уже погрызли их. Не скажу, что они совсем развалены, но... погрызаны, то есть защиты нужно обновить вам. Так, и все же смотрим, чего там ваши недоброжелатели вам делали. Так. По финансовому каналу вас пробивали. Финансы ваши хотят... Если не сколько отобрать, сколько сделать дыры в вашем
фин-канале, дабы они сливались хоть куда-то. Забрать не могут тоже здесь, понимаете, забрать не могут, но хотя бы вот на западлим. Здесь, знаете, как хотят... Давайте так дословно, да, хотят навести порядок у вас, в ваших делах, в вашей голове, в вашем доме, в вашей семье. Для благополучия, то есть люди делают определенную магию, потому что, по их мнению, так будет лучше и для вас, и для них, и для всех. То есть, степень бреда вы, надеюсь, уловили. Порядок они наводят, понимаете? Здесь может такой момент быть, как вот с этой королевой Пентаклей вас хотят сместить, понимаете? Дабы вы не так сильно сияли, а в какое-то болото как погрязли. Ой. Так, хочу дополнение. Хорошо, и чем они там хотят навести порядок? Те карты, которые выпали, я вам озвучила. Давайте все-таки еще хочу уточнить. Ой, вот, пожалуйста, все, теперь я поняла. Смотрите, здесь люди хотят, чтобы вы перестали активничать, перестали решать, то есть строить быт, семью, свою жизнь согласно тому сценарию, который вы хотите прожить. Они хотят, чтобы вы ушли в иллюзии в какие-то. Опять десятка кубков. Здесь что-то с отношениями связано. Да, чтобы вы вкладывались в эти отношения, а отношения по дьяволу идут. По 15-му аркану. Здесь навязывание вам мыслей. Не хотят они, чтобы вы были королевой Пентаклей, понимаете? Не хотят вас видеть в ресурсе. Они хотят, чтобы вы этот ресурс принесли им и отдали. Чтобы вы повелись на вот эти программы, которые вам надиктовывают, и ушли с пути своего предназначения. Вы простроили определенные планы, вы выстроили вообще сценарий, по которому вы хотите жить. Кого вы желаете видеть в своей жизни, и будете этого человека видеть, да, с ним встречаться, допустим, общаться. И также вы определили для себя тех людей, которых вы категорически даже, я не знаю, там за 100 миль к себе не подпустите. Вот это им не нравится. Так, давайте посмотрим, как ваш ритуал прошел. Ваши чистки как прошли. Вот этого. Трансформация внутреннего вашего я проходит. Вы как свет внутри себя находите. Вот эту искру, духовность, понимаете? Как связь с родом, кстати, связь с родом здесь, да. Ребят, здесь связь с родом. Как прошла ваша чистка? Я здесь так скажу. То, как она прошла, не важно. Здесь куда важнее то, что она открыла лично для вас. А она открыла, поверьте мне, большие возможности. Да, здесь у вас основательный пересмотр взглядов идет. И здесь вы даже, некоторые из вас, возможно, найдут для себя духовного учителя, либо пойдут на какие-то практики самопознания, самореализации. Но здесь не о деньгах, здесь о духовности идет речь. Так что... Все-таки как ритуал прошел. Сила, сила, да, вам, в общем, род помог. Угу. Да, в чем-то вы где-то сомневались, но вам как род толчок дал, и вы сделали все-таки и подняли себя по вибрациям. То есть, да, вы предприняли определенные меры, вы провели ритуал, но понимаете как? Почему я сказала, неважно, как прошел ритуал? Потому что не сами действия здесь важны ваши, да?
А то, что вы решились на этот шаг, вот именно ваше внутреннее решение отстаивать себя, чистить себя, окружать себя только нормальными людьми, но здесь не сколько окружать еще идет, здесь вы выметаете старье. И вот просто за счет этого вашего внутреннего посыла, вашего решения, что все, хватит с меня. Здесь род позаботился о вашем недоброжелателе, а там, ну, полетело, все хорошо сработало. Но они вас, как, знаете, немножечко отодвинули от этого негатива и показали, что есть еще параллель, как бы тебе туда, и там тебя ожидают, ну, внутренние инсайты, в общем, у вас пошли. Здесь тоже классно, третий вариант. Да, здесь у вас очищение идет. У вас как творческий порыв пошел. Вы хотите попутешествовать, новых эмоций, новых ощущений, понимаете? Вам надоело сидеть вот в этом болоте, вот в этой умеренности, в которую вас вгоняют. А вашему недоброжелателю это не нравится, понимаете? Как это так? Вы из-под его контроля выходите. Так, еще вам совет давайте. От оракула теней. Ой, здесь очень тоже хорошо у вас, прям, ну, замечательно. Так, да, слушайте, вас какие-то дороги ожидают, где вы освободитесь от определенных вот этих вот деструктивных программ, которые на вас были насажены недоброжелателями. То есть, если у вас стоит вопрос между ехать и не ехать, вы едете. Вы даже не задумываетесь, даже если это последние какие-то деньги, поверьте мне, будут еще. Если тем более это поездка на места силы, то тут, ну, не задумывайтесь, куда бы вам ни предложили сейчас ехать, езжайте. Вы в этой дороге как освободитесь от деструктивной родовой программы. Да, это по карме, но вы проработали, и сейчас начнется этап очищения. Только не думайте, что вап, и все получилось. Нет, процесс очищения может длиться долго. Но тут главное то, что вы идете, понимаете? И пока оно будет чиститься, вы уже для себя такие поставите как бы цели в жизни, что в один прекрасный момент эта программа родовая отпадает, а вы даже не замечаете, и к вам плюхи просто с разных сторон слетаться начинают от Вселенной. Так что какой вам совет? Езжайте, езжайте, даже не задумывайтесь. На Астару, конечно, вам бы на место силы попасть тоже вообще будет замечательно. Будет круто. Именно в этот праздник Колеса года вам бы в дороге быть. С камнями можете поработать, с минералами какими-то тоже вам очень хорошо они помогут. Так, смотрим же, что с вашим недоброжелателем, вот этот, который вам там свою волю навязывал. Ох, нехорошо недоброжелателю. Смотрите, здесь определенные силы донесли высшим о колдовстве этого человека. Он на вас темно колдовал. Видимо, ваш род донес определенным структурам о колдовстве, о несанкционированных действиях на ваше волеизъявление. И там нормально так у него поднулится все. Сейчас уточним, что будет. Слушайте, он, короче, на вас практиковал какую-то магию, обучался, бедолага. Могуем себя возомнил. Ой, врагом вас считает своим, понимаете? Это человек, который мерился с вами писюшками. Даже если вы девочка, а он мальчик. Здесь не до мальчик, здесь сгусток комплексов. Его на распутье ставили. Он, во-первых, и удачи хотел. Ему кто-то сказал, что вы ее приносили ему.
или он вообще на ваших каналах, понимаете, денежных сидел несколько лет на ваших ресурсах. Тут вы их обрубаете, эти каналы, чиститесь, защищаетесь. Человек, естественно, хватает обрат, и он начинает, блин, думать, так, а что же пошло не так, и давай в магию залез, короче, потому что у него пошел упадок финансов. На какое его распутье ставили? Смотрите, здесь либо ты, дружище, продолжаешь, ну, извините меня, хуевертить дальше, либо же ты на путь исправления себя идешь. Ты разрушаешь свои иллюзии, ты прекращаешь вот этих розовых очках ожидать каких-то идеалов. Потом ты этих людей обесцениваешь по итогу, потому что тебе не хватает каких-то там, да, наверное, мозгов просто человеку не хватает. И это недолюбленный человек, либо очень перелюбленный своей матерью. Здесь, ну, хорошо, на путь ставят его, и что? И что ему? Искушать его темные будут, в зависимости вгонять. Но для того, чтобы исцелить, они еще будут ему как бы намекать на то, что ты... Так. Этот человек в определенный период вашей жизни к вам должен появиться и попросить у вас прощения. Пока он этого не сделает, ваш род не даст его роду позволения на хотя бы более-менее благоприятную жизненную линию вашего недоброжелателя. Если вы это прощение не дадите, если он его вообще не попросит, ему будут на это намекать. За то, что он в треугольнике вас засовывал, за то, что он вас предавал, за то, что он колдовал против вас. Если человек прощения не попросит, здесь, давайте не попросит, что его ждет. А попросит, что ждет? Так, глядите, здесь мог быть ваша вторая половина там или партнер, или вообще уведен по привороту. Если он не попросит у вас прощения, будет обращаться за помощью к каким-то бабаям-магуям, потому что на него будут идти магические атаки с разных сторон. Но этот магуй с определенной подлостью, понимаете, по отношению к вашему недоброжелателю пойдет. То есть там свое будет иметь с него. Если же он у вас искренне попросит, то есть все осознает, гордыню свою отложит на полочку до лучших времен и придет покаяться, то высшие силы и низшие тоже ему помогут снять вот этот приворот, вот это одурманивание головы, когда он, в принципе, проживает свою жизнь, глядя на мир в искаженном свете. То есть у него как все перевернуто. Все плохое у него хорошее, а все хорошее это плохое. Да, там неупокоенные, ему нужно отречься от этих неупокоенных, от вот этих деструктивных программ, которые висят на нем через подселенцев. Так что вот так вот ждет, вот такой путь ждет вашего недоброжелателя. Уж посмотрите сами, что он там выберет. Вот. Как это у вас отыграется, интересно, конечно. Ну, при любом раскладе вы, в принципе, знаете, да, что будет если, а чего не будет если. Поэтому тут тоже неплохо, ребят. Особенно, что касается вот для вас ситуации, вот вы как нашли себя, вы открыли себя, и ну, это самое основное, самое замечательное вообще в этой всей истории с вот этим персонажем из вашей жизни. Так что вот так, ребятки. Вот такой вот был у нас третий вариант. Я вас благодарю за просмотр. Делитесь вашими впечатлениями, если есть у вас желание. Оставляйте лайки, дизлайки, комментарии.
Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Добра вам этого мира. Пока-пока.